Всем привет! Сегодня будем готовить два супа. Начнем с куриного супа со сметаной. Он получается очень ароматным, а заправка придает блюду мягкий сливочный вкус. Берем 2 куриных окорочка и кладем их в 4-литровую кастрюлю. Предварительно с окорочков нужно снять шкуру и помыть. Сразу же кладем 5-6 горошин черного перца и 1 лавровый лист. Наливаем примерно 2,5-3 литра воды. Все ставим на огонь и варим окорочка после закипания примерно 30 минут. Пока варится мясо, подготовим остальные ингредиенты. Примерно 400 грамм картошки нарезаем кубиками. Берем 1 сладкий перец и вырезаем семенную коробочку. Перец сначала нарезаем вдоль на полоски, а затем полоски режем брусочками. 1 луковицу нарезаем небольшими кубиками. 1 морковь трем на мелкой терке. Пучок петрушки измельчаем ножом. На горячую сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем подготовленный лук. Когда лук подзолотится, добавляем к нему тертую морковь. Пассируем еще примерно 1-2 минуты и добавляем нарезанный перец. Готовим еще 1-2 минуты, постоянно перемешивая, и снимаем с огня. Прошло полчаса, окорочка уже сварились. Вынимаем их из кастрюли и оставляем остывать. Из бульона вынимаем лавровый лист, перец и убираем образовавшуюся пену. В бульон кладем подготовленный картофель. Варим его 5 минут на маленьком огне. Спустя 5 минут добавляем 60 грамм вермишели из твердых сортов пшеницы. Перемешиваем и варим еще 5 минут. Куриное мясо за это время немного остыло, снимаем его с костей. Куски мяса разрезаем на более мелкие кусочки. Подготовленное мясо кладем обратно в кастрюлю. Сюда же добавляем овощную пассировку. Все перемешиваем. Пока суп закипает, готовим сметанную заправку. Берем 100 грамм сметаны, я использую 20%. Добавляем в нее 1 желток. И насыпаем 10 грамм муки. Все перемешиваем до однородности. Муку нужно добавлять обязательно, без нее сметана расслоится в супе. Сюда же в заправку наливаем 1 половник бульона из кастрюли. Все быстро перемешиваем. Приготовленную заправку выливаем в суп и перемешиваем. Когда суп после добавления заправки закипит, насыпаем в него подготовленную петрушку или укроп. Солим примерно половиной столовой ложки соли и перчим черным молотым перцем. Когда суп закипит, снимаем его с огня. Суп готов, можно подавать на стол. Куриный суп со сметаной и заправкой получился очень вкусный, ароматный и сытный. Овощи и зелень придают супу яркие краски, а вермишель, картофель и мясо делают его наваристым. Сметанная заправка придает этому блюду нежный сливочный вкус и цвет. Обязательно его приготовьте. Вторым приготовим суп с фрикадельками. Суп получается очень вкусным, сытным и к тому же готовится совсем несложно. Подготовим ингредиенты для супа. Мелко шинкуем 200 грамм белокочанной капусты. 3-4 картофеля среднего размера нарезаем небольшими кусочками. Берем 300 грамм фарша, немного его солим и перчим. Все хорошо перемешиваем. Я использую свино-говяжий фарш, но можно взять и любой другой, например, куриный. Из подготовленного фарша скатываем небольшие фрикадельки. В кастрюлю объемом 4 литра наливаем примерно 3 литра воды. Воду в кастрюле ставим на огонь и доводим до кипения. Когда закипит вода, аккуратно опускаем в нее подготовленные фрикадельки. Через 2-3 минуты после закипания воды с фрикадельками снимаем пену сверху. Если пена будет появляться в процессе варки, то ее тоже нужно снимать. На вкусовые качества это не повлияет, но суп не будет мутный. В кастрюлю кладем подготовленный картофель.
Варим примерно 2-3 минуты после закипания воды. Сюда же добавляем нашинкованную капусту. Если капуста молодая, то ее нужно добавить за несколько минут до конца варки супа. Кастрюлю неплотно накрываем крышкой и после закипания варим на маленьком огне примерно 10-15 минут. Пока варится суп, приготовим пассировку для супа. 2 лука-порея нарезаем кружочками. Нарезаем только белую часть. Лук-порей можно заменить обычным белым репчатым луком. 2 средних морковки трем на мелкой терке. Берем 2 средних помытых помидора и делаем ножом неглубокий крестовидный надрез. Подготовленные помидоры кладем в миску и заливаем кипятком на 20-30 секунд. После 30 секунд перекладываем их из кипятка в холодную воду. Теперь помидоры очень легко очищаются от кожуры. Подхватываем кожуру в том месте, где делали надрез, и снимаем ее целыми лоскутками. Очищенные помидоры нарезаем кубиками. В сковороду с растительным маслом кладем нарезанный лук-порей. Пассируем его примерно 3-4 минуты до легкой золотистости. К луку добавляем тертую морковь. Перемешиваем и пассируем еще 2-3 минуты до мягкости морковки. Сюда же добавляем подготовленные помидоры. Все овощи пассируем на небольшом огне примерно 5-8 минут. Мелко нарезаем небольшой пучок петрушки. Картошка с капустой уже практически сварилась. Добавляем в кастрюлю 4 столовых ложки хорошо промытого пшена. Для того, чтобы пшено было еще более вкусным и полезным, я его на ночь заливаю водой. Варим суп с пшеном еще 5-8 минут. Спустя 5 минут в кастрюлю добавляем пассерованные овощи и перемешиваем. Когда суп закипит, солим его примерно половиной столовой ложки соли и перчим по вкусу. В самом конце добавляем подготовленную петрушку. Сюда же кладем лавровый лист. Все перемешиваем, доводим до кипения и снимаем с огня. Суп готов, можно подавать на стол. Суп с фрикадельками, капустой и пшеном получился очень вкусным и сытным. Свежие помидоры придают супу особую тонкую кислинку, а разнообразие овощей делает суп ароматным и вкусным. Если вам понравились рецепты таких супов, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.